Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Сегодняшний расклад у нас расклад на отношения. Давайте посмотрим, что вам готовит июнь месяц, какие карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас касаемо ваших отношений со второй половинкой. Акцент делаем на отношения уже существующие. Посмотрим, что происходит непосредственно в паре. И напомню, при том, что это общий расклад, надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным, будет резонировать с вашей непосредственной ситуацией. Напомню, что чтобы вы подписались, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал, а также оставили свой лайк или какое-то свое сообщение под видео, так я буду знать, что расклад вам понравился. Итак, Водолеи, давайте посмотрим, что же происходит у вас, что происходит в вашей жизни, в вашей паре, в ваших отношениях в первом месяце лета, то есть в июне. Здесь у вас есть карта страсти, карта привязанности какой-то по дьяволу, карта взаимного стремления к чему-то, да, взаимного какого-то стремление по дьяволу достичь результата, которым вы горите. Также здесь сильная привязанность, страсть, вовлеченность, может быть попытка манипулировать второй половинкой, попытка здесь управлять каким-то образом по дьяволу. В целом карта неплохая, может быть, для отношений, если мы говорим про проявление страстности, именно эмоций, эмоциональности такой, но может быть какой-то абьюз в отношениях. То есть в паре это карта искушений, карта проявления себя. Дьявол. Ну давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Водолеи. Водолеи, дополнительно рядышком карта, которая выпадает, тройка кубков. Нужно быть осторожнее от каких-то случайных связей или случайных отношений, которые у вас могут возникать. Тройка кубков, она показывает, что такое может в принципе происходить, но особенно это для тех, кто все-таки, наверное, в отношениях находится, то есть подверженность вот этим вот случайным каким-то страстям, которые у вас могут быть в поиске. Но вам, если вы находитесь, если мы говорим про отношения существующие, то здесь проявление страсти, огня, может быть, в отношениях, которые уже у вас есть. Так, давайте посмотрим дальше, что еще здесь у Водолеев. Карта правосудия или справедливости. В ближайшем прошлом карта семерка пентаклей. Король жезлов. Ну вот я не знаю, здесь, да, акцент на Козерог и Весы, огненный знак, Лев, Овен, Стрелец, может быть, общение с таким знаком зодиака. Но для меня здесь больше как подверженность своим каким-то страстям, привязанностям, которые могут выйти боком, если они касаются какой-то третьей стороны в отношениях, и об этом может узнать вторая половинка. Здесь может возникнуть конфликт, то есть выяснение отношений, требование что-то объяснить здесь, объяснить свои поступки, свои действия, честные разговоры прямолинейные, которые за этим следуют. И вместе с королем жезлов, может быть, такая персона присутствует просто в этих отношениях. Здесь очень много у кого-то гордости и честолюбия в паре и желания делать то, что хочу, да, то, что желаю. А другой человек требует справедливости, ответственности, мол, отвечать за свои поступки, отвечать за свои действия, быть искренним, чтобы был какой-то баланс, равновесие в отношениях, чего, возможно, здесь как будто не хватает. И по правосудию есть вот эти конфликты, которые из этого возникают. И семерка пентаклей в ближайшем прошлом показывает, что у кого-то есть неоправдавшиеся ожидания. То есть кто-то в этой паре ожидал одного результата, ожидал большего, а не получил этот результат. И здесь есть сожаление по семерке. Сожаление в этих отношениях, понимание, что вложено много сил, а результата нету. Или вложено много эмоций, много времени, много денег, а результата нету. А будет ли он вообще? А стоит ли дальше продолжать? Или уйти во все тяжкие? Да, и, соответственно, искать какие-то другие варианты. Или вот тот, кто уходит во все тяжкие, да, может быть, он не оправдывает ожиданий, которые вы возлагаете на этого человека, и возникают из-за этого определенные разногласия, конфликты. Ну, на самом деле, такой себе расклад, я думаю, что, может, он не всем подойдет, но тем не менее. Девятка пентаклей, тоже тут в ближайшем будущем, это вот такое ощущение процветания, что я здесь, потому что я смог этого достичь своими стараниями, своими усилиями. И по девятке
девятки пентаклей здесь есть ощущение успешности такой, да, вот как бы я в центре внимания, обращаю на себя внимание, такой весь холеный, лелеянный, то есть умение больше уделять внимание, я бы сказала, себе, такая больше эгоистичная энергия по девятке пентаклей. И давайте посмотрим еще, что здесь касаемо именно отношений. Карта «Мир», карта 21, да, в старших арканах, как успешного завершения, и семерка кубков. Варианты, которые опять рассматриваются, варианты, возможности. То есть кто-то рассматривает варианты, кто-то рассматривает вариант какого-то как на свободу. Да? Мир — это свобода. То есть семерка кубков, варианты свободы, свобода в действиях, свобода в выборе в каком-то. Возможно, здесь по карте «Мир» выбор как вариант что-то завершить, прекратить, начать какой-то новый этап, новый виток в отношениях. То есть рассматриваются такие возможности. Давайте посмотрим следующую карту. Страхи или желания, связанные с такими здесь отношениями. Это император, это желание быть лидером, желание проявлять власть, желание принимать решения, мол, я лучше знаю, я лучше вижу, я там занимаю главенствующую позицию в паре, там превосхожу в чем-то, хочу реализовывать свои амбиции, да, то есть желание такое, показать себя, вот такая маскулинная энергия, показать себя таким вот лидером, показать себя человеком, который добивается того, чего хочет, который в центре внимания находится, на которого обращают внимание окружающие люди, соответственно, и он может ими даже как-то как управлять, манипулировать ваше желание, может быть, здесь пытаться кем-то управлять. Или страх, карта императора. Страх, что кто-то будет подавлять вас, манипулировать вами, и у вас из-за этого будут возникать разногласия, конфликты, соответственно, да, потому что есть несостыковка этого действия и желаемого вами результата. И итог месяца или финал месяца, тут не обязательно конец месяца, а просто как финальная карта, восьмерка пентаклей у вас. То есть наблюдать за ситуацией, оценивать ситуацию есть по восьмерке пентаклей, и здесь какая-то нацеленность на то, чтобы добиваться лучшего результата. То есть по восьмерке пентаклей получить больше, чем есть, получить лучшее, что-то, что может быть, да, то есть как будто бы работать над лучшим, не знаю, результатом, лучшим вариантом, лучшей возможностью по этой карте. Но здесь еще много наблюдения, как я уже говорила, потому что восьмерка пентаклей, она человек, который как учится чему-то, наблюдая за кем-то, перенимая у кого-то. То есть здесь вот можно как оценивать со стороны какие-то вещи. То есть со стороны есть оценка действий другого человека, всматривание, вглядывание, да, в его действия, в его поступки, оценка этих действий, соответственно. И здесь, правда, есть какой-то абьюзивный момент по дьяволу. То есть нужно быть осторожнее в таких отношениях. Если они особенно присутствуют, они не оправдали себя и вызывают много конфликтов, разногласий, возможно, стоит подумать о жизнеспособности, да, таких отношений, насколько они перспективны, потому что стоит ли в них вкладываться вообще и над ними работать в частности. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для водолеев на отношения мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.